Привет, друзья! С вами девчонки Лис. И мы продолжаем исследовать заброшенное село Залесье. В предыдущем видео мы посетили колхоз «Дружба», заглянули на сельское кладбище и разыскали могилы Навальных, а также, прогуливаясь по селу, оказались в окружении туристических групп. В этом видео вас ждет прогулка по заброшенному дому культуры, неожиданно хороший сохран в домах и полуразрушенная школа села Залесье. Оставайтесь с нами, будет интересно! Фу, вроде группа уехала, сейчас тихо. Попробуем в клуб зайти. Очень красивое здание 59-го года постройки. С туристами здесь уже такая тропа натоптана. Здесь, конечно, мало чего сохранилось, но сама атмосфера, только посмотрите, какие высокие потолки. Если представить, как здесь все это было до аварии, целый актовый зал большой. Хай живе комунізм, світле майбутнє всього людства. Классно, очень большой и очень красивый. Да. Скоро ему придет конец. Здесь уже полы сняли, но место классное, атмосферное. Прям возвращаешься назад в прошлое. В общем, друзья, не знаю, здесь очень трудно найти чей-то дом и вообще хоть что-то. Так что я не знаю, сможем ли мы найти дом Навального. Мы, конечно, очень постараемся. Могли бы вам сказать, что, допустим, это дом Навального. Но врать мы вам не хотим. Хотим показывать всю правду, как она есть. Машины так и ездят. Сегодня какой-то приемный день.
друзья, нужно быть очень осторожными, потому что здесь, помимо того, что все заросло, еще вот такой вот провал в подпол получился. Ходить очень тяжело, даже зимой. Летом мы здесь ходили, было вообще ужасно. И сейчас не легче. Здесь все уже разрушилось. Она вся завалилась. Ну там дальше вроде что-то есть приличное. Только прохода нету. Такая домушка здесь небольшая. Вся в деревьях. Как мы найдем вход, непонятно. Здесь не пройти. Обход, что ли? Посмотрим, что здесь. Одежда даже осталась. Что у нас тут? Ну, этот домик протекает тоже. Но внутри сохранился прикольно. Все-таки село Залесье, то, что оно так заросло за лесом, его помогло сохранить. Вот вы посмотрите. Эфир. Все, конечно, разнастроено, но тем не менее вещи все в хорошем сохранении, потому что в деревнях, которые более отдаленные, там намного хуже сохран. Там даже вот этого всего нет. А вы посмотрите, только какая печка, какая лежанка. Здесь, наверное, еще кровать стояла. Печка как будто бы еще рабочая. Забродивший березовый сок. Интересно, год не написан. Речицкий. Какой-то там завод. Да.
Друзья, мы с вами находимся сейчас в школе села Залесье. Очень оно в плохом состоянии. Все вообще в аварийном совсем. Посмотрите. Она такая кирпичная. И какая-то вот пристройка такая к ней. Сейчас пойдем пройдемся. Но вот это, наверное, был спортзал. Ступеньки все сгнили, тут все в гвоздях. Очень надо быть осторожным. Раздевалки, вот смотрите. Это мужская. Это тоже мужская. А это, наверное, не курить. Ой, ё-моё. Посмотри, что вот это такое за странная пристройка. Какие-то кабинки. Наверное, душевая, может, это была. Школа достаточно большая. И село Залесье было тоже не маленьким. Примерно 3000 человек здесь жило. И это... Что у нас такое было? Непонятно. У кого какие догадки? Кто в сельских школах когда-нибудь, может быть, учился или бывал? Делитесь в комментариях. Может быть, это была столовая. Непонятно. Ну, это понятно. Ага, ну это туалет. Это 100%. Но все равно это все достаточно странно выглядит. Все зашито плиткой. Наверное, душевая. Здесь все в стеклах битых. Смотрите, ходить вообще невозможно. Все битое стекло. Кругом. Почему такая пристройка? Непонятно. Давайте посмотрим, что-то там за таблички. План эвакуации работников в пожаре. Ага, ну вот, смотрите, действительно, умывальники, комната отдыха, щитовая. Бассейн, сауна, парилка. Общежитие. Интересно. Да, интересное место. В грязной одежде и обуви в общежитие не входить. Так, ну а что же это? Школа, которая потом после аварии еще работала как общежитие или что? Какие у кого догадки, друзья? Делитесь. Кто у нас спец по Залесью? Как это выглядит с этой стороны? Ну вот так. Ладно, пойдем дальше. Так,
здесь такое обрамление каменное. Ну вот он, собственно, маленький бассейник. А вот эта лавка, наверное, из парилки как раз. Там что у нас? Туалетик. А вот это, наверное, была как раз парилка. Судя по всему. Деревом обшитая. И сюда сразу хоп, бассейн. О, смотрите, здесь еще остались картинки. Медведик и море. Ну что ж, интересное место. Или вот это была парилка. Ну, а может быть, даже и вот это. Еще с деревянными брусьями. Так, ну вот это уже здание школы. Это старое пианино. Уже все раздолбанное. Здесь вообще никакого сохрана. Даже полы сняли. Ходить надо осторожно. И здесь тоже ничего. Смотрите. Наступаешь, и того, гляди, можешь провалиться. Столик единственный остался. Все, друзья, здесь все проваливается просто. Все настолько ветхое. Но здание такое большое. Здесь бы еще не провалиться. Нет, видно, что школа, но вообще все разграблено. Абсолютно. Кабинетик какой-то. А здесь вот, глядите. Это еще чуть-чуть, и здесь все обвалится. Ловить в этой школе нечего. Это крыло вообще. Уже все. Вот только по входу понятно, что это общеобразовательная школа. Наверное, единственное нормальное место, сохранившееся в ней. А дальше все. В то крыло даже идти не хочется. Все, там еще крыло, но там уже полный дестрой. Мы продолжаем нашу прогулку по селу Залесье и изучаем, что здесь вообще есть в этом селе. О, смотрите, здесь еще остался какой-то плакат.
смотрите. Памятка для учащихся. Может быть, это кабинет труда был? Какая-то мастерская школьная. И здесь, кстати, нормально. Вон сколько оставшейся мебели. Все фотографии содраны. Ну, смотрите, это что такое? Какой-то станок. Да, кабинет такой вот был. Что-то еще сохранилось. Смотрите-ка. Старые фотки. Какие-то щитки. Все навалено. Друзья, вот еще набрели на такой небольшой домик полный разнообразной документации. Он просто набит сверху донизу. А вот такими вот делами. Все это здесь хранится, гниет. После аварии уже никому не нужно. Так. Вот такое маленькое сооружение. И здесь тоже. Какие-то планы. Тут напротив какое-то, наверное, госучреждение тоже было. Двухэтажное кирпичное. Напротив вот этот домик с документацией. Таблички чего-то здесь никакой нету. Непонятно, что это. Сейчас заглянем внутрь. Ну все, вот можете посмотреть, все полностью пусто. Что это у нас такое? Да. Может быть, вот это фасад, здесь посмотрим. Что это за здание такое? Да здесь тоже никаких табличек не осталось. Так что ждем ваших подсказок, друзья. Кто знает, что это такое.